идет. Яков Моисеевич, давайте начнем с простого вопроса. Как вы вообще оказались в правительстве? Вот в том первом правительстве реформаторов, которым руководил Гайдар. Как это произошло? Да, я тогда работал в главном вычислительном центре Газплана СССР. Это такой был самый большой в стране гражданский вычислительный центр. Ну и по существу мы выполняли все расчеты к тем программам, которые тогда делались и к пятилетним планам Советского Союза, и к годовым планам, но и к тем программам, которые разрабатывались научными институтами, в том числе Центральным экономико-математическим институтом, Академией наук и другими. И когда сформировалась команда Гайдара, к этому времени я Егора Тимуровича хорошо достаточно знал. Мы с ним вместе много работали над различного рода расчетами, программами. И он меня пригласил тогда поучаствовать в работе своего правительства. И тогда же вот этот главный вычислительный центр Газплана СССР был переадресован или переподчинен правительству Российской Федерации. Я, оставаясь руководителем этого центра, он, по-моему, стал называться Центр экономической конъюнктуры, работал вот в команде Гайдара. Скажите, глядя из сегодняшнего дня, как бы вы охарактеризовали то правительство? Вот, что это были за люди? Какие у них были, как сейчас модно говорить, интенции? Да? Ну, то есть, какая у них была мотивация? Какие задачи они перед собой ставили? Кто они были по характеру? Ну, ключевые люди того правительства – это Гайдар, Чубайс, Петр Авен и другие. Это были ребята, которые достаточно давно общались друг с другом, обсуждали и в московской группе, и в питерской группе, что надо делать, чтобы вывести советскую экономику из кризиса. А уже с начала 80-х годов было очевидно, что нужны серьезные преобразования. И вот эта команда людей, они обсуждали различные варианты перехода советской экономики на современные, на более или менее прогрессивные методы управления, взаимодействия, изменения отношений собственности и так далее. И они же и составили вот и костяк правительства Ельцина, Гайдара, и они же по существу начали реализовывать главные преобразования, которые определили надолго, в общем, будущее нашей страны. А в человеческом плане, что это были за люди? Как бы вы их могли охарактеризовать? Ну, Егор Тимурович Гайдар, как известно, сын известного писателя и внук известного деда. Человек, который... Я с ним в то время уже достаточно близко дружил. Человек, который, в общем, главной задачей своей жизни считал вот сделать так, чтобы в народе было все в порядке. И это для него были не красивые слова, это для него была реальная жизнь и реальная забота. Для него все остальные вопросы были на втором плане, хотя он был, в общем, очень сильным ученым, и, на мой взгляд, мог бы сделать блестящую карьеру как ученый, но он все силы отдавал тому, чтобы вот разрабатывать еще в советское время и вместе с Аганбегяном, и с Шаталиным, и с другими учеными программы перехода советской экономики на рыночные рельсы. Причем, в отличие от всех других программ, его предложения были очень конкретными, встроенные в реальные жизненные ситуации, учитывающие реальные соотношения сил и политических, и административных в экономике. И это его существенно отличало от многих других ученых, которые тогда занимались вот экономическим программированием. И Егор был, в общем, таким очень ответственным человеком, понимая, что все, что он предлагает, если это будет реализовываться, то принесет, в общем, не только положительные результаты, но и принесет массу проблем и для руководителей, да, и главное для граждан страны. В общем, шел на это вполне осознанно, понимая, что другого пути перехода от советской экономики к современной рыночной экономике просто не существует. Может быть, один из немногих людей, он это очень хорошо понимал, и вот мы с ним увлекались рыбалкой, часто с ним ездили вдвоем и с его еще маленьким сыном Петей на рыбалку. И вот Егор, даже сидя на рыбалке, обдумывал какие-то варианты, ему что-то приходило в голову, он начинал со мной там обсуждать, забывал там о рыбе, о клеве и так далее. Это, в общем, была вся его жизнь.
Это Гайдар. Но Чубайс, питерская команда, тоже давно и упорно занимался рыночными реформами, очень активно взаимодействовал с Гайдаром. У них был свой кружок, такой московско-питерский, в котором они все эти вещи обсуждали. Поэтому, когда они пришли в правительство вместе с другими членами правительства того времени, и Авиным, Шохиным и так далее, они достаточно хорошо понимали не только, что надо делать, но главное, в отличие от многих других, понимали, как делать. Скажем, был готовый пакет документов, проектов законов, проектов постановлений правительства, который готовился, несколько лет. И поэтому, в общем, первое время в правительстве был достаточно приличный задел для работы над законодательной базой, над институциональными реформами. Хотя 90% времени Егор и его замов занимали текущие проблемы, поскольку в стране реально грозил голод, реально была масса проблем технических, текущих. Но поскольку был такой портфель реформенный, начиная от приватизации, от либерализации цен, кончая всеми другими преобразованиями, реформ предприятий и так далее, они, мне кажется, сумели буквально за какие-то полгода и заложить основы будущей экономики, всех будущих успехов, включая успехи 2000-х годов развития российской экономики, и в то же время сумели избежать наиболее тяжелых последствий для населения тех реформ, которые тогда происходили. Яков Моисеевич, у нас к вам будут очень наивные вопросы, касающиеся экономики, поскольку мы не экономисты, и самое главное, зрители наши не экономисты. Поэтому попробуйте отвечать какими-то доступными терминами для тех, кто не разбирается в экономике профессионально. С чем все-таки было связано такое падение советской экономики в начале 90-х годов? Падение производства, закрытие заводов, безработица, снижение уровня жизни, вообще вся эта экономическая депрессия. Да. И можно ли было этого избежать? Это абсолютно понятный вопрос. Он не один раз обсуждался в самых разных аудиториях. На него есть очень содержательные конкретные ответы и в книжках, прежде всего, Гайдара, в другой книжке Гайдара вместе с Чубайсом, в прекрасной книге Андрея Нечаева, который в первом правительстве был министром экономики. Это такие ответы профессиональные, с цифрами, с таблицами, с данными. Я, естественно, к этому прибегать не буду, а скажу так, что начиная с начала 80-х годов советская экономика, в общем, попала в очень тяжелую ситуацию. Те механизмы управления, которые тогда существовали, уже не работали. Дешевых запасов нефти, которые можно было продавать и на вырученные деньги покупать продовольствие, практически уже не было. Нефть была, конечно, но была в таких районах, где ее добывать было и очень трудно, и очень тяжело, и тяжело физически, и тяжело технологически, скажем. Прокладка трубопроводов в вечной мерзлоте – это проблема, которая до сих пор до конца не решена. И с одной стороны, накопились проблемы общественно-политические, то есть, я жил в то время, помню, что все были недовольны существующей властью. Все выказывали возмущение, на улицу выходило не 100 тысяч человек, как недавно, а, скажем, в Лужники или потом на Манежную площадь, которую потом реконструировали, наверное, для того, чтобы на нее много народу не могло поместиться. Выходило очень много людей самых разных, самых разнообразных. И молодых, и пожилых, и сторонников демократии, и сторонников такого жесткого коммунистического режима. Все по существу были недовольны существующей властью, с одной стороны, а с другой стороны холодильник. Холодильник тоже был по существу пуст. В магазинах были бешеные совершенно очереди. Я недавно, не так давно, в обществе Евгения Григорьевича Ясина рассказывал, как мы с женой стояли в очередях, и его тогда еще молодая внучка, юная внучка, просила: дядя Яш, а чего вы в этом магазине стояли в очередь? Пошли в другой магазин. То есть ребята молодые трудно себе представляют, вы может помните, что творилось не только в городах и весях. У меня, скажем, моя бабушка жила под Смоленском, в Холм-Жирковском, там вообще ничего не было, просто ничего. То, что она у себя на огороде собирала, тем она и питалась. В магазине что-то было, но в основном бобы в томатном соусе, изредка водка и так далее. Поэтому это первое. Второе. Золотовалютных запасов не было. Григорий Алексеевич Явлинский первый опубликовал когда-то секретную цифру, что в 90-м году все золотовалютные запасы страны по существу были исчерпаны.
и самого золота, которое еще надо превратить в деньги, там было несколько сотен килограммов, а уж валюты просто не было. Плюс кредиты нам никто не давал. Более того, корабли с зерном, которые еще были получены советской властью, в Россию шли, иногда останавливали в портах, боясь, что за них Россия не заплатит. Вот Андрей Нечаев, который я вспоминал, он тогда был министром экономики, сидел вот сейчас в том здании, где Дума находится, тогда там был Госплан и Министерство экономики по наследству от Госплана. И Андрей ночами просиживал у телефонов, пропихивая корабли там, чтобы они вовремя пришли в страну, ну, прежде всего, с зерном, но также и с углем, и с другими ресурсами. То есть ситуация была абсолютно катастрофическая. Сейчас это себе представить уже трудно, но магазины, полки магазинов, даже, как я уже сказал, в Москве были пустые. И, конечно, нужно было принимать экстраординарные меры для того, чтобы их наполнить. Причем меры, которые, понятно было, будут тяжелые для населения. Ну и прежде всего, это, конечно, либерализация цен. Совершенно очевидно было, что те запасы продовольствия, которые так или иначе есть в стране, не попадут в магазины, если их продавать по ценам, которые невыгодны собственникам этого продовольствия. Поэтому отпуск цен было не только правильной с теоретической точки зрения мерой, совершенно понятной уже теперь всем, а тогда она долго обсуждалась, скажем, вполне прогрессивные люди, которые еще до 1991 года были в правительстве, там, Леонид Иванович Абалкин и другие, они не шли на такой полный отпуск цен, боясь, что это приведет к экономической катастрофе. И даже правительство Гайдара, когда впервые отпускало цены, сохранило контролируемые цены там, на хлеб, на нефть, еще на что-то. Ну, 10 или 15 продуктов. Потом очень быстро, через пару месяцев, отпустили все цены. Но в первую очередь, конечно, либерализация цен привела к тому, что магазины, что полки магазинов сразу стали наполняться. Я, как я уже сказал, работал в главном вычислительном центре, он находился вот на ныне Кировской, тогда Кировской ныне, Мясницкой улице, а Егор и так далее сидели на Линке. Некоторые люди, Андрей Нечаев сидел в здании теперешней Думы в Госплане. Я очень часто пешком ходил с Мясницкой, вот с тогдашней Кировской, в центр города. И вот около детского мира стояли буквально ряды бабушек, кто лук продавал, кто картошку, кто там какой-то, кто спички, дефицит спичек был в коробках, кто еще что-то такое. То есть люди, все, что у них было, выносили на рынок, и было выпущено 2 указа Ельциным о свободе торговли. Первая либерализация, не помню в какой последовательности, но с разницей буквально в пару недель, о либерализации цен, о свободе торговли. Потому что в советское время любая торговля с рук – это чуть не преступление, спекуляция и так далее, за что сажали. Вот как только эти решения были приняты, полки магазинов стали наполняться, на улицах масса народа торговала. Вот о свободе торговли указ разрешал всем торговать, кто хочет. Предприятия, организации, физические лица, кто хотел, кто имел ресурс, тот мог торговать. Хоть в магазине, хоть на улице. И вот это позволило как-то очень быстро, худо-бедно наполнить минимально необходимым набором товаров продовольственный рынок. Это первая мера, но параллельно сразу родилась масса проблем, поскольку товары на рынке были, но у многих людей денег не было, поскольку пришлось резко ограничить денежную массу. Я хорошо помню, когда мы считали разного рода программы, там в конце 80-х годов, мы считали, что скачок цен может быть там, в 3, 4, там, в 5 раз. Реально, поскольку не всегда руководство Центрального банка и руководство правительства, то есть Гайдар с одной стороны, Центральный банк с другой стороны, не всегда мыслили одинаково, все-таки ограничить эмиссию не удавалось, поэтому деньги печатались, и цены выросли не в 2-3 раза, а в 10 раз, даже больше. Индекс был больше 2000% в 91-92 году индекс цен. А зарплаты росли, конечно, куда медленнее, поскольку начал появляться частный сектор, и собственники уже более аккуратно распоряжались зарплатой, чем госпредприятия, которые шлепали зарплату как угодно, а государство печатало деньги сколько угодно. Поэтому был огромный денежный навес. Но этот навес складывался с начала 80-х годов. О нем много говорил и тогдашние наши ученые, и тот же Шаталин, и Петраков, и Абалкин, и Аганбегян. Вот обсуждали, как решить проблему этого денежного навеса, который может породить гигантскую инфляцию. Так вот этот денежный навес вывалился на рынок, с одной стороны. С другой стороны, свобода установления зарплаты позволяла многим увеличивать зарплату независимо от роста производительности труда. Отсюда огромная инфляция.
и 92 и последующих годов. Это, конечно, серьезная социальная проблема, поскольку от инфляции прежде всего страдает рядовое население. Люди, которые живут на зарплату, которые не в состоянии откладывать деньги в банке, получать проценты на эти деньги, как компенсировать недостаток зарплаты. Поэтому, конечно, от вот этих вот реформ, от либерализации цен, прежде всего пострадало рядовое население, живущее на зарплату. Но и бизнесу тоже было не сладко, поскольку многие просто, приобретя какой-то бизнес в ходе приватизации, очень быстро его теряли, поскольку не умели эффективно управлять предприятиями. Поэтому, конечно, тяжелое время, спад производства огромный, масса социальных проблем. Но, как мне представляется, можно было, может, что-то сделать получше, поспокойнее, в более такой спокойной политической обстановке, скажем, если правительство и парламент действовали бы в одном ключе. А тогда между правительством и парламентом были весьма и весьма существенные противоречия. Это не сегодняшний парламент, парламент начала 90-х, который на каждом шагу ставил палки правительству, поскольку там, в общем, были самые разные люди, начиная от коммунистов и кончая другими. Поэтому, может быть, можно было как-то эти несчастья все смягчить, но избежать их, абсолютно избежать их совсем, на мой взгляд, было невозможно. И мне кажется, благодаря вот пониманию ситуации Гайдаром, там, Чубайсом, Нечаевым, там, Шохиным и теми людьми, которые принимали тогда решения, огромная работа, кстати, Шохин проделал тогда как министр труда, вот удалось все-таки хоть как-то смягчить все эти несчастья. А скажите, пожалуйста, а все-таки причина инфляции была только в позиции Центробанка или в том, что параллельно ходил и прежний советский рубль, был какой-то курс обмена? Да. Вы не могли бы поподробнее рассказать? Да, это вы очень точный вопрос задали, поскольку у нас до конца 92-го, начала 93-го года, по существу, рубль был общий для всех бывших стран Советского Союза. И, скажем, когда наше правительство, я не работал так в правительстве, как я говорил, я вот в Центре экономической конъюнктуры работал, но наблюдал это все внимательно и все расчеты делал, поэтому хорошо знал ситуацию. Когда вот Гайдар и его соратники там ограничивали эмиссию, так или иначе договаривались с Центральным банком, резко снижали расходы все. Но достаточно сказать, что в 1992 году расходы на оборону были снижены в 5 с лишним раз. Я тогда вот этим очень много занимался с тех пор, и занимался оборонной промышленностью. Вот, в поручении Гайдара я занимался двумя тогда отраслями. Это оборонка и угольная. Поскольку это две отрасли, которые требовали огромных денег из бюджета. Прежде всего оборонка, но и угольная. Тоже все дотации угольной промышленности шли из федерального бюджета. Это были огромные деньги, и их приходилось тратить, с одной стороны. С другой стороны, как я уже сказал, свобода торговли, либерализация цен, скачок цен. Надо было держать эмиссию очень сильно, чтобы ограничивать скачок цен, но не всегда Центральный банк эту политику выдерживал, далеко не всегда. А отсюда, как я уже сказал, цены выросли там не в 2-3 раза, а в десятки раз. В некоторые месяцы рост был просто гигантским, катастрофическим. На мой взгляд, это тоже в известной степени было неизбежно, поскольку, я уже сказал, в советское время копился этот денежный навес, в магазинах товаров не было, люди не могли тратить зарплату. Зарплату было тратить не на что, но автомобиль купить было в принципе невозможно. Я хорошо помню то время, я стоял за «Жигулями» в очереди 5 лет, получил их, кстати, накануне 91 года, «Жигуленок». Да и продовольственных, текущих товаров в магазинах не было. Отсюда копился вот этот вот денежный навес, с одной стороны. С другой стороны, отпуск цен означал, что многие предприятия, чтобы привлечь к себе эффективных работников, стали повышать зарплату выше, чем росла производительность труда. Ну а если растет зарплата выше, быстрее, чем производительность труда, тоже копится денежный навес, не обеспеченный товарами. Все это и приводило к очень высокой инфляции. А расскажите, пожалуйста, про политику центробанков Республики СНГ. Да, вы правильно сказали, я просто ничего добавить не могу. Моих вопросов не будет, поэтому расскажите, пожалуйста, своими словами. Да, понял. Пока Россия резко ограничивала не только печать денег, но и кредитные ресурсы, но деньги печатались в Москве, в Питере, в Перми, поэтому в республиках печатать не могли, то есть натуральные деньги, монеты и бумажки. А кредит могли выдавать совершенно спокойно, и этим очень активно занимались все, начиная от Грузии, Украины и так далее, и так далее.
выдавали кредиты, которые потом отоваривались или пытались отоварить в Москве. И это тоже бешено давило на товарный рынок. И поэтому было принято решение выпустить отечественную российскую валюту, которую не могли имитировать никакие бывшие союзные республики, а ныне, после 1991 года, так называемые независимые государства. И это сильно упорядочило ситуацию, поскольку лишило возможности эти республики осуществлять вот эту самую кредитную эмиссию, которая потом все равно вываливалась на российский рынок, а не на рынки этих республик. А как вообще происходил обмен денег? Вы знали об этом решении? Население знало об этом? Ну, об этом решении, о готовящемся решении знали буквально единицы. Ну, на мой взгляд, он был достаточно гуманным, деньги можно было обменять, если у тебя огромные накопления в натуре. Я уже сейчас деталей не помню, но банковские накопления менялись в более таком льготном режиме, а наличные деньги в более сложном режиме. Но у меня в семье проблем не возникло, поскольку ни наличных, ни банковских накоплений особых не было к тому времени. Ну и вот среди круга людей, с кем я общался, катастроф тогда с обменом денег не наблюдалось. Прошел он, по-моему, достаточно спокойно. Яков Моисеевич, вы сказали, что по поручению Гайдара вы занимались оборонным комплексом, да, ВПК и угольной промышленностью. Расскажите поподробнее, если можно, как это происходило. Понятно, что из-за инфляции и всех этих экономических проблем, которые тогда навалились, нужно было сокращать расходы на все подряд. Но расскажите, пожалуйста, Конечно. Из чего вы тогда исходили? Где сокращать, от чего избавиться, а где нужно, наоборот, удержать, несмотря ни на что? Расскажите, как принимались эти решения? Да, понятен вопрос. Да, вот оборонка – это была одна из самых тяжелых проблем, которой сам ежедневно занимался Егор Тимурович. Но и я ему помогал, и, в общем, многие люди в этом участвовали. Проблема состояла в том, что советская экономика была крайне милитаризованной. Более 50% ВВП СССР было порождено или связано с оборонной промышленностью. У нас только авиационных заводов в нашей стране было больше, чем во всей Европе. Но совершенно ясно было, что если мы не собираемся со всем миром воевать и не противостоять всему миру, как считалось в Советском Союзе, мир социализма, мир капитализма, мы плюс все соцстраны против Америки и всех кап-стран, но если мы не собираемся в мировой войне участвовать, то такой бешеный совершенно оборонно-промышленный потенциал, который был накоплен за долгие годы советской власти за счет недоедания всех советских людей, он по существу, в нем нет необходимости. Совершенно очевидно, что России нужно было достаточно эффективная, но компактная оборонная промышленность. Да, авиационная промышленность нужна, но не несколько выпускающих аналогичную технику заводов. С одной стороны, в СССР это было хорошо, поскольку даже тогда были некоторые соревнования, как тогда говорилось, или как теперь говорят, конкуренция между этими предприятиями, которые выпускали однотипную военную технику. С другой стороны, конечно, колоссальная нагрузка за бюджет, поскольку военная техника продается не на рынке населению или предприятиям, а продается только государству. И государству нужны огромные бюджетные ресурсы для того, чтобы эту всю военную технику оплачивать и содержать оборонные предприятия. Поэтому тогда очень внимательно занялись тем, чтобы оставить из оборонной промышленности, из оборонных предприятий в первую очередь те, которые абсолютно стране необходимы. Был тогда Михаил Колесников, такой начальник Генштаба вооруженных сил, очень такой образованный, грамотный, профессиональный человек. Вот Колесников, тогдашний начальник вооружений Ситнов Анатолий Петрович, люди, которые занимались оборонкой в Госплане СССР, бывшем Мозголев и другие, вот всех их привлекли для того, чтобы определить, а вот какой минимум оборонных предприятий необходим для того, чтобы, с одной стороны, не нанести ущерб обороноспособности страны, а с другой стороны, все-таки содержать их нормально, потому что была угроза, что если сохранить все предприятия, то ни одно из них не получит достаточно средств на финансирование, просто постепенно все начнут разваливаться. Поэтому буквально штучно были определены предприятия, которые должны получать минимально необходимое финансирование, но аж остальные, извините, как выживут. И это касалось буквально всех родов войск, всех видов вооружений.
Вот та комиссия, которая это работала, я вот долгое время был в этой комиссии, даже одно время ее возглавлял, она определяла предприятия, которые одно может замещать другое. Выезжали люди на эти предприятия, смотрели, какое там есть оборудование, какое надо перевести в другое место, какое сохранить, может выпускать гражданскую продукцию. Та программа конверсии, которая была в советское время, она к этому времени полностью изжила себя, поскольку бессмысленно на оборонном предприятии выпускать какую-то чушь, никому не нужную, насильно. И надо было определять, в зависимости от наличия кадров, оборудования, что конкретно для рынка, что будет иметь спрос, реальный, а не бюджетный. И выпускать можно на том или ином оборонном предприятии, в том же Екатеринбурге там, или в Перми и так далее. И это была такая очень тяжелая работа, которую вот упомянутые мной люди прежде всего делали. Я в этой работе активно достаточно участвовал. Сначала в получении Гайдара, потом уже, когда в правительстве Черномырдина, я официально за эту работу отвечал. И должен сказать, что многие директора оборонных предприятий проявили тогда. Было много противников, которые там организовывали демонстрации, там ходили к губернаторам и вместе с губернатором к Ельцину жаловаться. Но было достаточно много серьезных руководителей орденоносных предприятий, которые понимали необходимость упорядочения всех дел в оборонно-промышленном комплексе и нам активно помогали. Это касается вот и подлипок известных предприятий. Герд Александрович Ефремов такой был там руководитель, который сейчас, слава богу, жив-здоров. Но уже, конечно, не руководитель этих предприятий. В той же Перми, в Екатеринбурге были сильные руководители, красные директора, грудь вся в орденах. Но вот они восприняли и поняли правильную программу. Но было масса таких людей, много таких людей, которые, в общем, ставили палки в колеса, поэтому была работа очень непростая и весьма нервная. Но, как мне кажется, ее удалось сделать, конечно, с потерями, но с минимальными, так что более-менее оборонно-промышленный комплекс обеспечивал нормальные вооруженные силы страны. Редко можно услышать от членов того первого реформаторского правительства какие-либо комплименты в адрес красных директоров. Обычно все описывают как закостенелых людей, не способных воспринимать никакие новые идеи. Скажите, а у вас было какое-то непосредственное взаимодействие с Ельциным по поводу этих вопросов? Как он реагировал? Какие у вас были с ним разговоры? Ну, ко мне Ельцин редко обращался, куда чаще к руководителям правительства, к Гайдару или к Черномырдину. Но достаточно часто Борис Николаевич проводил у себя совещания, которые не объявлялись, а он просто их созывал, приглашал конкретных людей. И на этих совещаниях я докладывал ситуацию, она обсуждалась. Очень часто разные там политические силы пытались повлиять на проект решения, который готовился к этому совещанию. Но здесь, наоборот, Борис Николаевич железную позицию занимал, что проект протокола готовит тот, кто готовит совещание, и все изменения в проект протокола вносились только в присутствии самого Ельцина на этом совещании. И как-то повлиять на Бориса Николаевича какими-то левыми путями, как мне кажется, вряд ли кому-то удавалось. Он сам вникал достаточно глубоко в эти все дела. Меня всегда поражало, что он не только вникал и знал эту проблему, но когда шло совещание, по существу к участнику обращался по имени-отчеству. И я как-то с ним летел в самолете, один на один, спросил: Борис Николаевич, как вы эти все имена-отчества запоминаете? Он говорит: у меня школа партийная, я все имена всех людей первым делом узнаю и выясняю, как с человеком общаться, если я его имени не знаю. Что я буду называть товарищ Икс? Ну, как-то он очень отвратительно сказал, мол, и ты имей в виду, что к людям надо обращаться по имени-отчеству, а не вот товарищ такой-то. И вот Борис Николаевич эти совещания, иногда они по 2, по 3 часа длились, вникал в каждую деталь, на них обязательно присутствовал Черномырдин, другие руководители правительства, и на них, в общем, принимались иногда достаточно жесткие решения, с которыми далеко не все были согласны, но так или иначе эти решения выполнялись. Это, кстати, касается не только оборонки. Я вот не сказал про угольную промышленность, где вообще ситуация была просто ужасная. В советское время была такая статистика. Каждый 1 миллион тонн добытого угля – это 1 погибший на работе шахтер. То есть было огромное число шахт с совершенно ужасной технологией, с ужасными условиями. Работа для всех шахтеров. Мне когда поручили заниматься угольной промышленностью, я хорошо помню, я в Ростовскую область приехал на Гуковское это месторождение,
в шахту я, пока только спустился в эту шахту и дошел до места, где человек работал, я уже был полностью без сил. Работали там по колено в воде и так далее. И в то же время существовала масса, не масса, но много хорошо оборудованных, более-менее технически совершенных шахт, мощности которых не использовались полностью. Поэтому стояла проблема прекратить существование шахт вот таких неэффективных и полностью загрузить эффективные шахты. А что значит там в городе в Воркуте остановить несколько шахт? Это безработные шахтеры – это, как известно, самая активная политическая сила, на которой многие политики делали бизнес. Поэтому вот очень тяжелая программа была создана правительственная комиссия по угольной промышленности. Первую возглавлял Гайдар как премьер, потом следующий возглавляли следующие премьер-министры, там все, и Шохин, и Каданников руководили этой комиссией. И по существу эта комиссия с участием и шахтерских профсоюзов, их было два профсоюза, один более-менее официальный, другой не очень. А эта комиссия рассматривала каждое решение по каждому предприятию угольной промышленности, или по карьеру, или по шахте, что делать, будет оно существовать, или надо как-то его закрывать, или закрывать с каким темпом, куда, как получить образование, переквалифицировать тех людей, которые на той или иной шахте или на том или ином разрезе работают, перевозить их в другой город жить, или здесь какое-то занятие им устроить. Вот эта угольная комиссия всем этим занималась. Я говорил, как правило, это угольные комиссии, которые были полномочия наравне с правительством. Был выпущен сначала указ Ельцина, а потом закон. Эта комиссия наделялась по существу полномочиями уровня правительства. И возглавляли ее, как правило, премьер-министры. А я все время был заместителем руководителя этой комиссии. А Игорь Степанович Кожуховский, потом он был замминистром экономики, а когда мы его знали, он работал на шахте мастером. Его вытащили в Москву, он был всеми ответственным секретарем этой комиссии. Она работала долгое время, и она по существу готовила все ключевые решения по реформе угольной промышленности, которая и экономически очень тяжелая была. Как известно, единственная в мире позитивная такая реформа была осуществлена Тэтчер в Англии. И тот Тэтчер сколько на этом получила проблем. Но у нас было это еще сложнее, и больше, и тяжелее условия были. Поэтому вот вторая реформа тяжелая, которой я занимался, это была вот угольная промышленность. И ну вот если по оборонке можно спорить, и до сих пор споры идут, что угольная промышленность – это была одна из самых успешных секторальных реформ в стране. И об этом говорит то, что сегодня за акциями угольных предприятий охотятся олигархи. А в то время, как черт отладно, все бежали от этих предприятий. Сейчас это эффективная отрасль, которая не просто технологически более-менее нормально работает, но еще и очень прибыльно. Но реформа шла все-таки болезненно и шла достаточно долго, потому что даже еще в 1998 году уже при новом реформаторском правительстве шахтеры продолжали бастовать. Да, Кириенко, как только стал премьер-министром, его шахтеры вызвали на этот горбатый мостик перед правительством, так жестко достаточно с ним беседовали. Ну и по-другому быть не могло. Как я говорил, у нас была огромная избыточная мощность угольной промышленности, и примерно половина из них была на очень отсталом техническом уровне, и люди там трудились в ужасных условиях. Но они трудились и получали зарплату. Просто остановить это предприятие, сказать: все, до свидания, ребят, было невозможно, поскольку целые города были вокруг шахт. А вокруг этих городов еще огромные эти отвалы угольные, тоже с которыми надо было что-то делать, поскольку они существенно загрязняли всю окружающую природу и так далее. То есть там на каждом шагу было миллион проблем, начиная вот всех этих вот предприятий подземных с ужасными условиями труда, кончая открытыми разрезами, которые калечили землю, которые... Ну, в общем, там миллион проблем было, от них быстро не расскажешь. Но так или иначе они решались постепенно, последовательно. Причем поначалу, я говорю, это было тяжело, а потом, когда начал работать угольные комиссии, в которые входили и руководители угольной промышленности, вот один из первых был Малышев Юрий Николаевич, который много сделал для этого, и последующие все, оба профсоюза, активных профсоюзов угольных, представители министерства ведомств и так далее. И вот эта комиссия, как мне кажется, принимала более-менее разумные решения. Да, это делалось не быстро, вплоть шла реформа это до 1998 года активно, после 1998 года еще что-то дорабатывалось. Но сегодня угольная отрасль, как я уже сказал, вполне экономически привлекательна и более-менее успешно работает в российской экономике.
Яков Моисеевич, я буду продолжать задавать вам, может быть, не очень интересные для вас такие стереотипные вопросы. Все-таки можно ли было удержать на плаву бывшую советскую промышленность, пойти по, ну вот многие сейчас говорят, нужно было идти по китайскому варианту. Что это такое, этот китайский вариант, и можно ли, и возможно ли это было для России в начале 90-х? Знаете, вот китайский вариант, который все ставят в пример, что нам надо было жить в 90-е годы по китайскому варианту, он, может быть, относится, можно было бы соотносить его с советской экономикой конца 20-х годов. Китайский вариант – это когда вот сельское население привлекались в города при низкой зарплате, осваивали какое-то производство и так далее. Мы все это прошли в 20-е годы. Нам руководствоваться китайским вариантом сегодня просто бессмысленно. Тем более опыт показал, что в Китае сейчас столько проблем, что не дай бог нам их иметь. То, что делалось в 90-е годы, возможно, это не самый лучший вариант. Но, как я говорил, это обсуждается очень активно и в нашей, и в зарубежной экономической литературе. Мировой банк в свое время создал целую группу выдающихся мировых ученых, которые обсуждали весь этот опыт, чтобы его рекомендовать другим странам. Есть книжка Стиглица, лауреат Нобелевской премии, очень интересная на этот счет. И наши ученые много писали. Что-то, может быть, можно было сделать по-иному. Но что точно нельзя было сделать, это, скажем, сохранить все оборонные предприятия, поскольку это было просто бессмысленно. Они были не нужны стране, поскольку в них были избыточные мощности, которые надо было содержать, и как мне кажется, была альтернатива: или содержать на голодном пайке все мощности, они постепенно бы умирали, или выбирать те, которые надо сохранить, которые надо поддерживать и развивать. Пошли по второму пути, выбрали те, которые надо, как мы считали, сохранить и развивать. Но при этом, конечно, пришлось закрыть там и некоторые авиационные заводы, и заводы там вооружений и так далее, и так далее. Как мне кажется, другого пути просто не было. И тот анализ, который делали разные ученые, есть очень хорошие там исследования на этот счет, Ослунда, как я уже сказал, Стиглица и других, в общем, показывает, что сейчас это приводит в пример другим странам, в котором уровень милитаризации близок к нашему. А такого уровня милитаризации экономики, как в СССР, как мне кажется, уж был в каких-то маленьких там банановых республиках, но в серьезно крупных странах быть не могло, поскольку у нас он был запредельный. Яков Моисеевич, а что изменилось, когда вы вошли уже непосредственно в правительство? Это уже было другое правительство, Черномырдина. Какие перед вами задачи тогда стояли? Изменилось главное, что правительство Гайдара, в общем-то, это было правительство единомышленников. Были люди, которых там Гайдар пригласил не из своей команды, но так или иначе, это правительство, которое, в общем, очень быстро принимало решения, и Егору было достаточно созвониться по телефону там со своими там замами или со своими министрами, а не собирать правительство, чтобы принять какое-то ответственное решение. Правительство Черномырдина уже работало в более таком штатном режиме, хотя были тяжелые ситуации, там 93-й год и так далее. Но это все-таки было правительство, в которое входили люди разных взглядов на то, как надо жить в экономике. Надо сказать, что у Черномырдина со всеми были достаточно ровные отношения, и он сумел как-то объединить людей там самых различных. С одной стороны, скажем, Сосковца, с другой стороны, Чубайса и так далее. Но система принятия решений была, конечно, уже другой. Здесь систематические заседания правительства, все серьезные решения готовились, обсуждались. Там помощники Черномырдина активно вели опрос всех разных мнений, готовились проекты протокола правительства, и заседания правительства иногда шли по полдня или по целому дню, иногда и продлевались. То есть это уже был более-менее штатный режим работы. Не тот пожарный, в котором работало правительство Гайдара, как я говорил уже, Андрей Нечаев сидел на телефоне и выяснял, когда тот или иной корабль с зерном придет в какой порт и в какой город это зерно надо доставить, чтобы остановить голод там в Саратове или там, не знаю, в Ростове. Правительство Черномырдина все-таки работало в более штатном режиме, более программно, более целенаправленно. И там уже не было такой команды единомышленников, были разные взгляды, но отношения были, как мне кажется, более-менее товарищеские. А чем вы занимались там? Я вот уже как министр экономики занимался в целом экономической политикой, это на макроэкономическом уровне, а по отраслям, естественно, как я уже сказал, две отрасли, которые требовали наибольших бюджетных денег. Это оборонно-промышленный комплекс, угольная промышленность.
Но в какие-то периоды были поручения по ЦЛС, бумажные, по тому, по всему. То есть отраслевые проблемы тоже были, поскольку в Минэкономике преемники Госплана СССР были отраслевые отделы, были отраслевые специалисты, причем специалисты достаточно высокого уровня, то Черномырдин, естественно, поручал Министерству экономики какие-то узкоотраслевые проблемы, в котором готовились вопросы, потом они в установленном порядке согласовывались там, с Минфином, с Минпромом, было Министерство промышленности, одно их время было много по отраслям, потом их объединили в одно Министерство промышленности. Ну, вот поэтому Министерство экономики занималось не... конечно, продолжало заниматься макроэкономикой, но прогноз в первую очередь делался, потому что все содержательные макроэкономические вопросы, финансовые вопросы, естественно, решал Минфин, как в любой рыночной экономике. Он нес ответственность за бюджет, за финансы, за кредитную систему вместе с Центральным банком. А Минэкономики уже узкоотраслевые проблемы, то есть макроэкономический прогноз плюс узкоотраслевые проблемы. Ну вот, поэтому я вынужден был заниматься не только оборонкой, не только, там, вот, как я уже сказал, угольной промышленностью, но и другими отраслями, когда вот возникали те или иные проблемы, которые так или иначе требовали правительственных решений. В октябре 1994 года произошло такое обвальное обрушение курса рубля. Доллар вырос за один день там, почти на 40%, в результате чего председатель Центробанка Геращенко и министр финансов Дубинин были отправлены в отставку. А буквально через пару дней курс рубля снова восстановился. Что это было, вот этот черный вторник? Это какая-то выдуманная проблема? Почему рубль вообще так трясло? Нет, это, конечно, не выдуманная проблема была, она копилась долгое время с одной стороны. Масса проблем, как я уже говорил, внутри страны было, накопленных в советское время, когда деньги печатались без остановки. А с другой стороны, обстановка в мире была достаточно сложная на всех финансовых рынках. Кризис в Юго-Восточной Азии, там проблемы в Аргентине и так далее. Все это, естественно, сказывалось на российской экономике, которой значительные доходы бюджета которой России зависели от ситуации на внешнем рынке. Мы получали достаточно большие доходы от экспорта углеводородов, от экспорта оружия. И поэтому, когда начались вот эти все кризисные явления в мировой экономике, они, естественно, достаточно серьезно ударили и по российской экономике. Поэтому совпало два таких негативных влияния. С одной стороны, такая коренная перестройка всей системы управления внутри страны. С другой стороны, кризисные явления, я вот тоже упоминал, Юго-Восточная Азия, Аргентина и так далее, на мировом рынке. Это, конечно, все сказывалось на нашей экономике, сказывалось достаточно сильно. Но вот так или иначе все это приходилось как-то преодолевать. Сейчас об этом уже как-то не особо вспоминают. Но тогда с ужасом мы все эти сводки, которые печатались разными агентствами, читали, что где происходит, что произошло с какой валютой, что творится с рублем. Это, конечно, сильно влияло на все решения, которые тогда принимались. А как влияло? Ну как, если мы понимали, что того или иного дохода не будет, значит, надо было думать, что делать. Или там остановить какой-то экспорт какого-то продовольствия, или не закупать какое-то оборудование для оборонки. Вообще, что делать для того, чтобы выйти из ситуации с дефицитом бюджета? Дефицит бюджета, вот теперь уже цифра опубликована, в начале 90-х годов, в конце 80-х, начало 90-х достигал 30%. Если взять консолидированный бюджет страны, федеральный и региональный, собрать вместе, так называемый консолидированный бюджет. Разные расчеты есть, в том числе, вот я упоминал расчеты, которые Ослан сделал. У нас в стране есть расчеты прекрасные Сергея Васильева, других специалистов, Илларионова, которые показывают, что дефицит бюджета консолидированный достигал 30%. Немыслимая сумма. Такой дефицит даже станком, печатанием денег, и то покрыть невозможно. Это жуткая совершенно цифра. Поэтому, конечно, в начале 90-х начинает правительство Гайдара, а потом правительство Черномырдина, ключевой вопрос, который обсуждался чуть ли не каждый день и каждую ночь, где и как сократить расходы, на чем можно сэкономить. Там, какое предприятие не содержать, какую закупку не делать и так далее. Это была такая тяжелая работа, причем у каждого предприятия, у каждого региона был там руководитель региона, губернатор или кто-то, у предприятия директор, весь в орденах и так далее, которые тут же выходили на Бориса Николаевича, который собирал эти совещания, к которым надо было готовиться. Но практически иногда бывало, что я по 3-4 дня домой не приходил, и там жена мне только рубашку чистую на работу приносила, и все. И режим работы был вот именно такой. Иногда, конечно, в условиях такого режима допускались ошибки, которые потом пытались исправлять разными путями. Например?
нет, пример приводить не буду, это затрагивать конкретных людей не хотелось бы, хотя они вот эти примеры приводятся другими авторами, пусть они нас критикуют. А мне, в общем, изнутри это делать, я считаю, некорректно. Допускались, естественно, ошибки, но мы не стеснялись их признавать и исполнять, это признавалось в открытую. И Гайдаром, прежде всего, и Виктор Степанович Черномырдиным тоже не стеснялся эти ошибки признавать. Давайте поговорим о приватизации и о залоговых аукционах. Где-то с 1994 года, насколько я понимаю, начались так называемые залоговые аукционы, которые до сих пор все очень активно обсуждают. Да, много разных вопросов, были ли они честными, была ли народная собственность распродана за копейки, можно ли было этого избежать, или что можно было сделать по-другому. Как эти залоговые аукционы, кстати, связаны с выборами 1996 года и так далее. Да. Я понимаю, что приватизация – это не ваша узкая специализация, но все-таки вы много занимались промышленностью. Как вы относитесь к залоговым аукционам и вообще к тому, как прошла в целом приватизация, и в том числе ваучерная приватизация? Знаете, сейчас как-то мало кто об этом говорит, но первые решения о приватизации были приняты в СССР. Не Чубайс принимал первые решения, законы и указы о приватизации. Они были приняты еще в 89-м, 90-м году. Активно работал с этим Щербаков Володя. И они, в общем, были достаточно разумные. Главная проблема, которая тогда решалась, и до конца ее, по-моему, полностью объективно сильно решить было в принципе невозможно. С одной стороны, гигантское государственное имущество. В СССР практически все имущество, за исключением там домашнего хозяйства минимального, было государственным. Ну, или кооперативным колхозным, что примерно то же самое, или чисто государственным. С огромной ценой. С другой стороны, ни у населения, ни у предприятий сопоставимых даже близко денег не было. Отсюда и пошла эта идея там ваучеров. Ну, вариант денежной приватизации, он самый простой, самый справедливый, самый эффективный. У кого есть деньги, тот покупает имущество, а деньги есть у того, кто умеет работать, зарабатывать. Он и на новом имуществе будет зарабатывать деньги и эффективно трудиться. Но денег-то не было таких, чтобы закупить все российское, существовавшее к тому времени имущество. Отсюда, еще вот я говорю, в конце 80-х годов, это идея ваучерной приватизации, чтобы наделить всех людей, есть деньги, нет денег, ваучером, чтобы он поучаствовал в распределении той собственности, в создании которых участвовал он сам, его родители, его деда и так далее, и так далее. То есть более или менее такой, компромиссный вариант между справедливостью и эффективностью. Как я уже сказал, самое эффективное – это тупая в лоб денежная приватизация. Но вот был выбран такой промежуточный вариант, который предложил Найшуль когда-то в конце 80-х годов. Он идейно, наверное, самый правильный, но технически для реализации, просто кошмарно сложный. Не случайно Гайдар получил заниматься приватизацией Чубайса, который до этого этими вопросами не занимался. Он вообще занимался научно-техническим прогрессом, промышленной политикой, его любимая тема, когда он в Питере защищал кандидатскую диссертацию и так далее. Но Егор хорошо знал, что Чубайс такой мощный, сильный, очень организованный человек, поэтому ему было поручено довести вот эти все дела до какого-то разумного варианта. Ну и вот началось то, что происходило в 90-е, в том числе залоговые аукционы. Еще раз повторюсь, можно было, конечно, наверное, обойтись без них. Но, во-первых, совершенно понятно, что там скупили всю собственность только те, у кого были гигантские деньги. И надо было тогда допускать иностранный капитал, что Дума не хотела. У нас в приватизации иностранный капитал не имел права участвовать. А могли участвовать наши, в кавычках, которые потом получили название олигархов, или те люди, у которых были достаточно крупные денежные ресурсы. И, в общем, неизвестно, каким социальным проблемам это все привело, как мне кажется, было бы еще тяжелее, чем в случае всех, как вы сказали, залоговых аукционов. В самих залоговых аукционах я лично не вижу никакого особого вреда. Другое дело, что не всегда они осуществлялись так, как должны были осуществляться. И залоги неправильно оценивались, и потом они назад возвращались не очень верно. Масса нарушений было и на местах, и в центре. Очень тяжелая тема, но считаю, что она, в общем, освещена в литературе достаточно хорошо, и вряд ли я скажу что-то новое. Единственное, что повторюсь, скорее всего, это был, в общем, неизбежный шаг. И, если кто-то скажет, что были более эффективны, пусть расскажет, как это более эффективно можно было сделать.
Но его неизбежность все-таки, Яков Моисеевич, я все-таки хочу вас тут помочь немного. В чем была его неизбежность? Наполнить бюджет или в чем? Ну, наполнить бюджет – это была вторая задача. Первая задача, что в достаточно ограниченное время у огромного государственного или противоколхозного имущества появился эффективный собственник. Нет современной экономики без эффективного собственника. Эффективный собственник – это тот, кто реально этой собственностью владеет, который за это заплатил там, своим трудом, своими деньгами и так далее, и так далее. Любой другой там, назначенный собственник, там, какой бы он ни был хороший, генеральный директор, через несколько лет он начинает работать не в ту сторону. Это весь опыт советской власти показывает, где мы хорошо знаем, даже самые лучшие генеральные директора кончали не очень весело. Поэтому главная задача, которая решалась, это создать эффективного собственника. Как его создать? Или разрешить покупать за накопленные деньги, или придумать такие схемы, которые бы компенсировали недостаток денег, то есть цена всего российского имущества и цена денег, которые было у потенциальных покупателей, отличалась в разы. Отсюда залоговые акционы. Я что-то даю в залог, накапливаю деньги, а потом этими деньгами выкупаю то, что, в общем, можно было выкупить сразу, если бы деньги у меня живые были бы на момент, когда эту собственность надо распределять. Вот, собственно, залоговые акционы, может, там много всяких заумных вещей, и они необходимы были с юридической точки зрения. Но так это очень простая вещь. Нет денег, ну дай что-то в залог, а потом заплатишь, когда эти деньги заработаешь. Если ты эффективный собственник, ты эти деньги заработаешь. Если неэффективный, значит, ты их не заработаешь, собственность не получит, а получит кто-то другой. Идея, в общем, она, на мой взгляд, правильная. Другое дело, что, как всегда, у правильной идеи нужны столь же правильные, мощные, сильные, хорошие юридические и другие юридическое и другое сопровождение. Этого, наверное, не всегда делать удавалось. Но анализ этого есть достаточно сегодня. Полный. Можно его посмотреть. Ну, то есть вы считаете, что идея залоговых аукционов оправдала себя? На мой взгляд, да. Ответьте, пожалуйста. На мой взгляд, идея залоговых аукционов оправдалась, поскольку так или иначе удалось обеспечить минимальное количество эффективных собственников, которые управляли доселе бесхозным имуществом. Камера идет? Идет. Последний вопрос по приватизации тогда. Многие экономисты и политики, в том числе Григорий Явлинский, его последователи, ну не только они, до сих пор оспаривают ход приватизации, говорят, что она была мошеннической, что все было сделано неправильно, а должно было быть сделано по-другому, и уже тогда обсуждались другие модели приватизации, такой более медленной, поэтапной. Сначала малая приватизация, потом появляются собственники, и они уже покупают более крупные предприятия на заработанные деньги и так далее. Как вы считаете, эти модели могли быть осуществлены в 90-е годы в России? Ну, эти модели абсолютно правильные, они в классической литературе много раз описаны, но, как мне кажется, в то время осуществить их было абсолютно невозможно. Потому что с каждым днем бы накапливалась такая масса противников этих идей, которая просто скинула бы то правительство, которое осуществляет такую приватизацию. Как я уже сказал, приватизация реальная ведь началась не в 92 году. Она началась задолго до 92 года, но по существу с конца 70-х, начала 80-х. Когда более-менее толковый директор советского предприятия в СССР рядом с этим предприятием создал какое-то маленькое предприятие, постепенно на него переписывались основные фонды или часть прибыли и так далее, и так далее. Так что было достаточно большое число людей, которым эта приватизация была уже не нужна. Причем эти люди были не рядовые работяги, а это были руководители достаточно серьезные, опытные, умные, имеющие влияние на трудовые коллективы, способные их вывести на забастовку против новой приватизации. Люди, которые имели связи с губернаторами, с Ельциным и так далее. Поэтому это была достаточно серьезная группа людей, слой людей в стране, которых не был заинтересован, грубо говоря, а даже не то, что не был заинтересован, был явно не заинтересован, а явным противником той приватизации, которая осуществляла правительство Гайдара и Чубайсовское ведомство. И они, конечно, могли достаточно серьезно повлиять на все эти процессы, если бы они растянулись во времени, и консолидироваться друг с другом, несмотря на то, что между ними была масса противоречий, и трудовые коллективы поднять на забастовки или там, на очередные там, выходы к правительству с касками и так далее, и так далее. И это была реальная угроза, которая не раз воплощалась в жизнь, в основном не в Москве, хотя и в Москве тоже выходили на этот горбатый мост перед Белым домом.
И я помню, как Боря Немцов выходил беседовать с этими людьми, которые касками стучали на этом горбатом мосту. Но это было, скажем, в Екатеринбурге, это было в Омске и так далее. Я вот много раз выезжал на все эти вот забастовки, которые организовывались этими так называемыми красными директорами. И так или иначе, поговорив там с людьми, которые в них участвовали, объяснив им ситуацию, как правило, все-таки удавалось обойтись без каких-то там жестких мер. Во всяком случае, не было ни одного случая, когда мы выезжали на такое мероприятие, там, везя с собой там солдатиков или еще что-то в этом роде. И так или иначе, все это решалось, даже в самых тяжелых ситуациях, которые были, как я уже сказал, в угольной промышленности или в оборонке. Ну и вот в других отраслях, вот с бумажной была масса проблем на том же Байкале и так далее. Но так или иначе, эти проблемы, в общем, решались в переговорном процессе, а не стенка на стенку. Яков Моисеевич, а вы работали в правительстве Кириенко, да? Да. То есть вы застали и правительство, в котором работали Чубайс и Немцов вице-премьерами, и правительство Кириенко? Да, в правительстве Кириенко, да. Скажите, пожалуйста, а вот что в этот период так называемым младореформаторам удалось сделать, а что не удалось? Что они не успели? Ну, младореформаторы пришли в правительство вообще в катастрофической ситуации, когда вот был в разгазе и мировой финансовый кризис, и в стране уже накопилась масса проблем за предыдущие годы. Ну и так или иначе, я считаю, что Сергею Кириенко удалось главное. Удалось избежать катастрофы в стране. А она буквально вот чуть не каждый день нависала. Я хорошо помню, как Егор Тимурович Гайдар позвонил мне откуда-то, он был в командировке за границей, не помню, чуть не в Японии. Сказал: ребята, вы что сидите, надо принимать какие-то меры, смотрите, что на рынке творится. Это был конец лета, начало осени. Период правительства Кириенко, когда было понятно уже, что урожая недостаточно, чтобы прокормить без серьезных закупок населения и так далее, и так далее. И были, конечно, у Кириенко тяжелейшие проблемы, которые вот с этим были связаны, как я уже сказал, с переходом собственности от одних неформальных собственников, формальных собственников, крупных, прежде всего, предприятий и так далее. Но вот, как мне кажется, несмотря на то, что вот известные события августа 1998 года наступили, так или иначе, в общем, удалось минимизировать. Ну, еще раз повторю, я изнутри же говорю. А что могло бы быть? Какие последствия вы видели у этого кризиса, если бы... И какие шаги вы предпринимали, чтобы его избежать? Ну, первые и главные шаги – это концентрация всех ресурсов на дефицитных точках, уголь, продовольствие и так далее, и так далее. Это попытка остановить разного рода забастовочные движения, которые могло к полной катастрофе промышленности привести. И в оборонно-промышленном комплексе в меньшей степени, в угольной промышленности, в бумажной промышленности в большей степени. На некоторых предприятиях даже легкой промышленности, вот в Иваново были известные события. И правительство Кириенко, и сам Кириенко, там, и Немцов, и другие люди этим, в общем, занимались достаточно много. А вот на макроэкономику уже времени особо не хватало. Угу. То есть эти забастовки могли привести к... к коллапсу в промышленности. Насколько я понимаю, идея такой сильной исполнительной власти, то есть а-ля Пиночет, которая позволит провести быстро болезненные экономические реформы, родилась именно в среде экономистов. Как вы думаете, этот путь был неизбежен для России или нет? У нас все-таки пиночетовского варианта не было, на стадионах никто никого не расстреливал, так что в чистом виде такого варианта у нас не было. Но сильная власть, причем сильная не за счет расстрелов на стадионах, а за счет грамотного административного управления, что очень тяжело на самом деле. Я вот, в отличие от многих людей, которые тогда работали в правительстве, все-таки имел опыт работы в Госплане СССР, который административно был очень сильной организацией. Не зря его называли там Генеральный экономический штаб страны. Так вот, сильная администрация – это прежде всего мощная, вполне достаточная для реальной жизни законодательная база, а с другой стороны механизмы управления, связанные с нужной информированностью руководителей, с системой принятия решений, прежде всего коллегиальных, ну и так далее, как все это расписано в учебниках по управлению. Даже на отдельном взятом предприятии это сложно организовать. А уж в целом в экономике, это такая
проблему, которую далеко очень немногим лидерам стран удалось решать. Начиная там, как мы понимаем, когда-то изучали там опыт той же Тэтчер или опыт рейгономики, который иногда ставит пример, и так далее. Это отдельная серьезная проблема. То есть создать административную систему, которая эффективно работает, не за счет там, запугивания или расстрелов там, или сталинских всяких методов, а за счет грамотного, эффективного принятия решений коллегиального на основе там, объективной информации и так далее. Может быть, общие слова, но можно на эту тему долго говорить, но... Вы считаете, что в 90-е годы удалось создать механизмы, которые позволяли стране развиваться в рамках свободной рыночной экономики? Ну, какие-то механизмы удалось создать, но главное, что не удалось сделать, не удалось принять активное участие в политической жизни страны. Поскольку многие из нас считали, что вот мы должны решать экономические проблемы, а пусть политикой Борис Николаевич, там, Гена Бурбулис и другие люди занимаются, которые должны заниматься этим профессионально. Мы, профессиональные экономисты, занимаемся экономикой, а кто-то там, Ельцин, там, Бурбулис или там позже другие люди, Филатов и так далее, пусть они занимаются политикой. Ну, вот это вот, я считаю, была одна из таких системных ошибок нашего правительства и, прежде всего, правительства Черномырдина, то, что мы вот в эти вещи не лезли. Экономика и политика одно целое, конечно, не занимаясь политикой, не работая с депутатами, не занимаясь выборами и так далее. По существу мы лишились многих рычагов, которые можно было использовать для решения экономических проблем. А что вы имеете в виду, каких рычагов? Ну, рычагов, прежде всего, быстрое оперативное принятие необходимых решений государственным, Думой или парламентом, с одной стороны. С другой стороны, взаимодействие с губернаторами. То есть многие решения, которые принимаются в центре, реализуются на местах губернаторами, мэрами и так далее. И одно дело, когда там правительство опирается на партию, партия работает там или имеет своих людей в губерниях, или работает с соответствующими губернаторами, то есть вот эти все приводные ремни, как это товарищ Ленин называл. Когда они работают, конечно, многие решения можно осуществлять куда более эффективно. А если нет вот такой системы, неважно, партийной или любой другой, но устроенной таким образом, чтобы решение в Москве можно было более или менее быстро, не за счет командирования своих людей на места, а за счет того, что у тебя есть люди на местах. А этих людей на местах можно или через государственный аппарат, но это страшно дорого, государственный аппарат бы разросся до бесконечности, или через партийную систему, но так или иначе их надо реализовывать. И это все требует каких-то оптимальных сочетаний методов государственного управления, партийного руководства. Вот слово «идеология», которое, скажем, многие не признавали в нашем правительстве. Но и мне оно очень не нравится. Прожив в Советском Союзе большую часть своей жизни, слово «идеология» вызывает, прошу прощения, отрыжку. Но вот без этого, как видно, работать и жить в современном мире нельзя. Но ведь такие попытки были. Была попытка Гайдара пойти в парламент, была попытка Черномырдина пойти в парламент со своей партией. Что было сделано не так? Нет, было идти в более серьезную оппозицию Ельцину, идти на выборы самостоятельно или что? Ни разу ни при Гайдаре, ни даже наш Дом России при Черномырдине не имел в парламенте большинства. И ни одно решение нельзя было достаточно быстро провести через парламент, а тем более провести через оба уровня парламента, договориться с губернаторами и так далее. Не существовало. Не были отработаны такие механизмы, которые позволяли бы это делать достаточно оперативно и эффективно, на мой взгляд. Могли ли они быть разработаны? Могли бы, если бы, начиная с 1991 года, буквально там с ноября месяца, и Гайдар, а потом и все остальные премьеры за ним больше позанимались политическими аспектами этой тематики, а не чисто экономической технологии, как это было в реальной жизни. Угу. Ну и последний вопрос, Яков Моисеевич. Что для вас 90-е годы? Как вы думаете, что это за эпоха? Как вы сейчас воспринимаете это время? Ну и буквально два слова о Ельцине. Как вы оцениваете его историческую роль с высоты сегодняшнего дня? Если говорить про эпоху, для меня это самые ответственные годы жизни, поскольку оказался участником принятия очень тяжелых решений, которые очень тяжело всем давались. А мне в особенности, поскольку я до этого занимался в основном научно-исследовательской работой, как я говорил, работал в Главном вычислительном центре, придумал разные экономические модели, вел расчеты. И не было такой ситуации, когда
от моей подписи зависит судьба конкретных реальных людей. Будет у них работа или не будет у них работа. Надо будет их переезжать, перевозить там с одного района страны в другой район. Надо их увольнять, не надо увольнять. То есть я жил такой, в общем, до 91 года более-менее такой жизнью научно-исследовательского человека, как кто это, русской, что ли, говорил, мальчика в розовых штанишках, который не испытывает на себе все тяготы принятия ответственных государственных решений. И когда вот особенно в 92-м, да и после октября 93-го года приходилось принимать очень тяжелые решения, это, конечно, сильно сказывалось на здоровье. Я там инфаркт в свое время в 95-м году получил, который так тоже меня чуть-чуть отрезвил, заставил более так взвешенно относиться к принятию решений. Это, конечно, с одной стороны, очень тяжелые такие нервные годы, а с другой стороны, мне кажется, что все-таки нашему правительству удалось многое сделать для того, чтобы потом в 2000-е годы страна быстро и активно и хорошо развивалась. И многие успехи и 2000-х, и сегодняшних дней все-таки были заложены именно правительством Гайдара, а потом правительством Черномырдина. Ну и это у меня вызывает, естественно, определенное удовлетворение. Что касается оценки Бориса Николаевича, как вы сказали, ну, не думаю, что я вправе давать оценку Борису Николаевичу. Это совершенно грандиозная, на мой взгляд, личность, которая имела, в отличие от меня, от многих моих коллег, гигантский опыт управленческой работы еще в советское время. И считаю то, что он сделал в конце 80-х, начале 90-х годов, ну, будет потомками оценено по достоинству. Пока такой оценки его работа не получила. По существу, имея те рычаги и те должности, в которых он был, мог спокойно править и добиваться всего, чего он хотел, совершенно в другой ситуации, когда он был бы генсеком, а по существу единоличным властителем страны, как были все до него генсеки. Он осознанно пошел на демократизацию жизни страны, иногда на ощупь, без особой теории, иногда и понимая все, что за этим последует, но вкладывал в нашу жизнь, я считаю, совершенно гигантский, по-моему, в пантеон великих лидеров России за там, последние 1000 лет он точно должен войти. А как человек он был очень ответственный, и меня всегда поражало, вот, как он успевал осваивать те документы, которые к нему поступали. Я мало с ним один на один общался, в основном в командировках. В Москве иногда он меня вызывал, когда готовился к каким-то совещаниям. Я каждый раз поражался, насколько он тщательно прорабатывает каждый вопрос. Вот это, кстати, по-моему, в общественном мнении сложилось, что он был такой поверхностный человек, какие-то решения там под банки принимал и так далее, и так далее. Я же каждый раз, когда с ним общался, во-первых, я ни разу не видел его. Хотя бы чуть-чуть выпившим, может, он выпивал, но не тогда, когда со мной общался. Вот на меня всегда поражало, что самый вопрос, который казался очень далек от него, он обязательно стопка документов, все прорабатывает, обязательно противоположные мнения выясняет на этот вопрос. И когда я к нему приходил, он уже знал, какое мое мнение и какое мнение моих противников. И всегда пытался понять, куда ему дальше рулить, когда он какое-то совещание будет проводить. Вот это меня всегда просто поражало. У него миллион разных дел было и внутри страны, и на политической арене, там, семейных проблем, ну, не знаю, как у любого человека. Но как он готовился к совещаниям, вот для меня это образец вот такого чиновника высокого уровня. Ну и по-человечески он, в общем, по-моему, ко всем своим людям, с которыми он работал, относился, ну, в общем, очень по-человечески. Спасибо. Спасибо вам.